Приветствую вас, мои дорогие друзья. Эту передачу начну словами апостола Павла. «Умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». «Умоляю вас», обращается к нам апостол. Это не приказ, не повеление. Это мольба, это такая страстная просьба. Пожалуйста, я вас очень прошу, вам это необходимо. Подражайте мне, как я Христу. Слово «подражайте» в Новом Завете встречается 6 раз. В Ефесянам мы позже прочитаем, там написано так. «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное». То есть подражайте самому Богу. Что же это за слово такое «подражайте»? В оригинале в греческом оно звучит как «мимитес». Это слово гораздо глубже, чем мы понимаем слово «подражайте». Это не просто имитация кого-то или пародирование. Это буквально, когда ты вживаешься в образ того человека, которого видишь перед собой. Ты сохраняешь его внутри себя черты характера, эмоции, голос, интонацию даже. В Древней Греции это слово «подражайте», «миметес» было очень популярно, потому что о нем размышляли философы, говоря, что, наблюдая природу, человек может учиться, как жить. Они говорили, что то, что кажется слабым, на самом деле является сильным. Посмотрите на какую-то травинку или траву, которая во время бури, урагана способна просто наклониться к земле, ей ничего не будет. А огромное дерево с корнями, высокое, но сухое, сломается и погибнет. И философы говорили, вот это вот слово «миметес», да, можно наблюдать и учиться. Но апостол призывает нас учиться не у природы, а брать пример самого лучшего, что может быть. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. И вы можете сказать: ничего себе, апостол Павел, ты замахнулся. Как это нам подражать Богу? Или кто-то скажет: да это легко. На самом деле, как же мы можем быть подобны Богу? А ведь Павел умоляет нас это делать, быть подобным, равняться буквально на Бога. Но прежде всего, согласитесь, у нас очень извращенное понимание самого Господа Бога. Вот что такое Бог для нас? Кто такой Бог? Для многих людей это так. Ну, если я буду Богом, значит, я могу делать все, что хочу. Вот все, что хочу, то и делаю. Как хочу, так и живу. Для других Бог, если у людей есть власть, они понимают, что Бог – это власть абсолютная. И, значит, я могу, хочу казнить, хочу помиловать. Вот для людей понимание Бога, да? Что хочу, то и делаю, как хочу, так живу, хочу наказываю, хочу милую, и вообще мне никто не указ. Но написано в Писании: Бог есть любовь. Вот характеристика, первая характеристика Бога. Как Он о себе говорит: «Я есть Бог человеколюбивый». И возвращаясь в Святое Писание, послание к Ефесянам, 5 глава, давайте прочитаем с 1 стиха. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное». То есть подражайте, как дети подражают своим родителям. Мы потом вернемся еще к этому. «И живите в любви». Вот где подражание, вот где подобие. Жить в любви. Прежде чувствовать, что я любим Богом, я возлюбленный ребенок. А второе, точно так являть другим людям любовь. «И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание», что значит жадность, «не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения». Вот,
объясняется более подробно. Подражайте в чем? В любви. Как дети. Как дети. Вообще, каждый из нас сегодня живущий, это буквально продукт подражания. Я это осознаю очень хорошо. Родители не воспитывают своих детей, как некоторые думают. Ребенок просто находится рядом возле мамы и папы, и он буквально вот с коляски наблюдает, как мама говорит, что она делает, как она себя ведет в семье, как она ведет себя с людьми на улице. Ведь никто из родителей не говорит: так, у меня сейчас будет воспитательный час, я пойду воспитывать своего ребенка, как ему правильно жить. Нет. Мама стоит на улице, пьет кофе, курит сигарету, ребенок держит свою дочку за руку, а дочка в это время наблюдает за мамой и воспринимает это как самый лучший пример в своей жизни. И вот что интересно, мы, будучи детьми, подражаем именно близким людям, именно своим родным. И Бог говорит в Писании: какова мать, такова и дочь. Иногда мама удивляется, как она так выросла. Ну, просто она смотрела на тебя. Вот она так и выросла. Это вот то, что она копировала, смотря на тебя. Я вспоминаю работу одного коллегу, который вот общается со мной, и он через каждое слово вставляет мат. Вот буквально не может говорить иначе. Говорит слово мат. А я так стою, слушаю, я говорю: а послушай, зачем ты так ругаешься? Ну, есть ли в этом смысл? Он говорит, такой остановился, сделал паузу, говорит: подожди, я что, ругаюсь? Я говорю: ну ты же вот сквернословишь. Он говорит: да нет, это я по-доброму. Говорит: со мной так мамка всегда разговаривала. У нас, говорит, так в семье все общаются. Это нормально. Человек даже не замечает, что он именно сквернословит. Представляете? Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. И зайду еще с другой стороны. Есть такая школа популярная, школа Станиславского, очень знаменитая, когда нужно не просто играть роль, а буквально переживать все эмоции, чувства своим нутром, то, что чувствовал герой, которого ты играешь. И вот те актеры, которые, скажем, им предстоит играть заключенного в концлагере, он сбрасывает вес, что остаются одни кожа и кости. Он буквально живет этим героем и хочет пережить те же самые чувства. Чтобы не играть, не лицемерить на сцене, чтобы человек, который смотрит в театре эту сцену, он забыл, что он в театре. Он увидел реальную жизнь. И вот это парадокс, что мы с вами в жизни играем роль. Вот мы как раз лицемерие. Есть другое слово в Библии, гипокритис, когда раньше актеры брали маски, но оставались прежними. Маска, но ты прежний. И речь не о том, чтобы нам взять маску и улыбаться людям, и говорить слова «я тебя люблю». Нет. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное, в любви. Бог призывает, чтобы мы перестали играть роль, что мы любим, что мы понимаем людей, что мы якобы и не грешим. Нет, Он говорит, чтобы мы буквально проживали то, через что прошел сам Христос. Первое – подражать в любви, а второе, Он перечисляет, отказаться от всякого греха. Это легко. Это легко задать себе вопрос. Вот то, что я сейчас говорю, то, что я делаю, как я поступаю, мое поведение, мои чувства, они соответствуют Христу или Богу. И мы легко дадим ответ сами себе. Мы честно и легко дадим сами себе ответ, что вот я сейчас не подобен Богу, я не похож на Христа. А призыв: подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Дорогие друзья, я вместе с вами хочу молиться и просить Бога в том, чтобы мы учились не играть роли в жизни, перестали лицемерить, а действительно являли собой Христа. И пусть Бог благословит нас в этом. До свидания, увидимся через 1 неделю.